Когда-то я думала, что буддизм – это религия, а Будда – Бог. Но все оказалось совершенно по-другому. С вами канал о путешествии по тибетскому буддизму «Буддизм» с Женей Драй. Здравствуйте! В этом выпуске вы узнаете о том, куда именно, как и с кем мы отправляемся в наше путешествие, какая буддийская достопримечательность встретится нам на пути, где находится место с тибетскими учителями, с которыми можно помедитировать уже сегодня, и что за праздник нас ждет в компании 500 миллиарда жителей нашей планеты. Предлагаю собрать рюкзак опыта и, заручившись инструментами учения, определиться с целью нашего путешествия, а это Будда. Сколько себя помню, всегда делала пожелание, чтобы все были счастливы. Хотелось мне, чтобы всем было комфортно, хорошо, радостно. Поэтому, в принципе, я могу понять, почему Будда, в то время обычный принц Сиддхартха из племени Шакьямуни и рода Гаутама, не смог просто так попивать джус у бассейна, в то время как остальные живут не так радостно и комфортно, как все это время проживал он. Подробную историю Будды вы можете найти во многих источниках, но если кратко, то он ушел странствовать и учиться тому, чтобы как-то помочь всем существам исправить их положение. Учился он у йогов, которые практиковали аскезу и медитацию. Но в итоге он понял, что аскеза сама по себе – это не решение. И как-то сев поделиться в месте, которое сейчас называется Бодхгая в Индии, решил не вставать с места, пока не достигнет полного понимания, как решить задачу страданий существ. Достигнув просветления, он также постиг механизм возникновения страдания, что и создало, собственно, буддизм. А случилось это более 2500 лет назад. После того, как он достиг пробуждения, его так и стали называть Буддой, с корнем Буд. Поэтому если вы будете называть буддистов будильниками, они не обидятся, а только порадуются. Потому что в понятие Будда как раз и входит полное пробуждение от сна неведения. Так что давайте с вами представим высокую, сверкающую на солнце гору, на которой стоит, например, статуя Будды, как символ. Вот это и есть то место, то состояние, к которому нам нужно в нашем путешествии дойти. Давайте определимся теперь, с какой стороны нам подойти к этой статуе на вершине. В качестве карты предлагаю использовать само учение Будды или Дharmu, которое он передавал своим ученикам и которое, к нашему счастью, осталось и до наших времен. Слово «буддизм» на самом деле придумали европейцы, а учение о том, каким все является, изначально называлось «дарма». Как же мне вам объяснить всю суть буддизма простым способом? Много разных способов описать буддизм, но можно сказать, что это достижение временного и абсолютного счастья и победа над временным и абсолютным страданием. Как хорошо сказал. Давайте теперь разбираться и со временным, и с постоянным. Временное счастье – это, по сути, чувственное наслаждение. Например, ели мы очень вкусную шоколадку, а когда она закончилась, то даже как-то грустно стало. Хотя, когда наслаждались, было, в общем-то, неплохо. Или, например, временное счастье – это достижение очередной какой-то поставленной цели. Так, переведите 12 миллионов долларов на Каймановые острова. Достигли, порадовались. Все, хочется чего-то нового. Все эти чувственные наслаждения, конечно, хороши, но имеют эффект временный. А с абсолютным-то счастьем что? С точки зрения буддизма, это внутренняя гармония, полное развитие таких качеств, как сочувствие и мудрость, бесстрашие, внутренний покой и радость. То, что в соответствии с учением присутствует абсолютно всегда, вне зависимости от каких-либо внешних условий, шоколадок и так далее. То, что и называется состоянием или природой Будды. Осталось только обнаружить ее в себе. Теперь возьмемся за страдания. Временные страдания – это физические и психологические боли, страхи, депрессии, какие-то различные болезни, а также страдания перемен.
Например, есть парень, есть проблемы. Нет парня, проблема одна. Нет парня. Или наступает холод, хочется одеться потеплее. Затем наступила жара, нужно бежать куда-то в тень, искать мороженку. Пошел дождь, нужно искать зонт. Все постоянно меняется, и никакого комфорта от этого, конечно, нет. И еще я частенько не нахожу своего места. Мне постоянно хочется где-то пожить, куда-то поехать. Здесь слишком жарко, тут слишком холодно, там скучно, здесь покоя не дают. Но я полагаю, каждому из нас все время что-то хочется поменять. Страдание перемен, оно такое. А что касается абсолютного страдания? Это всепроникающее или всепронизывающее страдание. Звучит не очень, да? Вообще его довольно сложно объяснить. Это, по сути, никогда не наступающее удовлетворение, никогда не наступающее счастье. Ведь все, что приносит нам счастье, это только временное, а на постоянном уровне ничего такого не происходит. Как говорят, мы можем сделать большое количество людей счастливыми на короткий период времени или сделать счастливым одного человека на длительный срок, но большое количество людей на долгое время вряд ли получится. Точно так же мы можем сравнить это с алкоголем. Например, мы выпиваем глоток душистого вина, и он приносит нам определенное удовольствие, но будет ли это удовольствие тем же после второго, третьего или пятого стакана? Скорее всего, нет. И это также относится к никогда не наступающему счастью. С точки зрения буддизма мы постоянно пребываем в этом всепроникающем страдании, но не замечаем этого. Это фундамент для временных страданий, которые я описала ранее. Это и есть причина, почему мы постоянно меняем партнеров, потом хотим быть одинокими, меняем места, меняем даже религии. Все решения, которые мы принимаем в жизни, отражают неудовлетворенность предыдущих решений. Мы пытаемся найти что-то новое, что больше подходит нашим представлениям. В классическом буддизме часто используется такой образ, как попытка напиться соленой водой из океана, когда мучает жажда. И мне кажется, это такой хороший образ, который показывает, как мы пытаемся достигнуть какой-то удовлетворенности и не способны все-таки ее получить. По первому образованию я айтишник, и поэтому для меня всегда было важно, чтобы все было четко, понятно, по полочкам. Конкретный алгоритм. И в отношении духовного развития мне понравился буддизм именно своей логичностью и структурированностью. То есть задача победить все виды страданий и достигнуть абсолютного счастья здесь является не какой-то эфемерной, а вполне конкретной, поддерживаемой инструкцией, оставленной Буддой. Постепенно мы постараемся изучить все тонкости этой подробной карты под названием Дharma. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Отлично! Мы определились, какие трудности нам встретятся на нашем пути к сверкающей вершине с Буддой. Но чего-то еще не хватает. Конечно, нам нужно взять побольше помощников, чтобы не застревать на каждом повороте нашей извилистой тропы. И я знаю, кто нам поможет. Это Сангха. Сангха имеет два значения. Первое – это благородная сангха, то есть учителя, которые достигли уже высоких уровней развития, как тот, что появился сегодня перед нами в самый нужный момент. И второе – сообщество практикующих в целом. Понятно, что разбирать детали учения, поддерживать друг друга на пути, помогать друг другу – это даже весело. И скорее, наверное, даст результаты. Но чем же еще занимается сангха? Например, строит новые достопримечательности. Во Владивостоке, благодаря труду местной сангхи, на сопке Орлиное гнездо появилась статуя Будды по имени Амагаситхи. В следующих выпусках мы обязательно разберем, что за виды Будд существуют в буддизме, а пока насладитесь видами из места событий. И если ваше путешествие лежит через Владивосток, не забудьте посетить этот новый сквер и полюбоваться этим творением. Сангха пребывает как офлайн, так и онлайн. Например, недавно появившийся телеграм-канал новостей тибетской школы Карма Кагью активно делится информацией, где можно послушать учителей и помедитировать с ними. Ссылку на данный канал я оставлю вам под ближайшим камнем, то есть в описании к этому видео.
А еще, как и любая другая компания, Сангха любит отмечать праздники. Знаете, сколько в мире буддистов? 500 миллиарда. И вот вся эта дружная братья 27 октября будет отмечать один из 4 главных праздников буддизма – Лабаб Дючен. В буддийских текстах описано, что однажды после своего просветления Будда отправился в миры богов, чтобы научить их дхарме. Гаутама Шакьямуни провел там 3 месяца. А когда он вернулся в мир людей, все были так рады возвращению учителя, что до сих пор буддисты всех стран мира рассматривают этот день как великий праздник. Поэтому в этот день хорошо совершать только добрые дела, дарить подарки и делать пожелания, чтобы все живые существа были счастливы. В данной рубрике мы постараемся максимально ясно ответить на ваши вопросы. Какие-то будем отправлять сразу учителям и другим экспертам, и затем публиковать ответы. К нашей большой радости мы получили первый вопрос еще во время публикации трейлера канала. Это запрос по разбору омрачений ума, которые ведут к таким поступкам, как отключение комментариев для недрузей в Фейсбуке или публикация селфи с тщательным макияжем и украшениями. Мы даже спросили у одного очень мудрого учителя, что он думает по этому поводу. И он дал совет ответить на это сравнением с моим собственным каналом. То есть получается, что буддизм с Жени Драй – это своего рода мой дом. Я управляю здесь всем, украшаю, как мне нравится, и все зависит от моего личного видения. Кто-то, конечно, может дать мне совет, как сделать что-то лучше и красивее, и я при этом могу применить этот совет, но совершенно не обязана, правда же? То есть так же и здесь. Ко мне могут постучаться в дверь, подписаться, послушать, сказать спасибо или нет и уйти. Это право каждого. А мое право оформлять это так, как я считаю нужным сама. Все-таки это мой цифровой домик. Добро пожаловать, друзья! А почему Алексей видит в этом омрачении ума? Это, возможно, вопрос, на который ему самому стоит ответить. Все же считается, что омрачение ума видит именно омраченный ум. А все вещи, которые нам не нравятся, это отзеркаливание наших собственных состояний. Ваши вопросы оставляйте в комментариях под этим видео. Сегодня мы рассмотрели с вами 3 драгоценности буддийского учения – Будду, Дхарму и Сангху, которых почитают во всех направлениях буддизма. А в следующем выпуске мы подробнее остановимся на тибетском буддизме и выясним, чем он отличается от всех остальных направлений и почему он предлагает наиболее быстрый путь до вершины. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И как говорил сам Гаутама Шакьямуни, не верьте сказанному, даже если это слова самого Будды, но проверяйте все на собственном опыте. С вами была Женя Драй. До новых встреч!